это полное извращенство. Интернет вообще развивался изначально во всем мире как свободный, независимое средство связи, и никто его не мог блокировать. Но мы живем в современном мире, и нам приходится с этим как-то теперь жить. Значит, в чем заключается это извращенство? Мы не можем, находясь, например, за границей, выйти в госуслуги зайти, потому что у нас не тот IP-адрес. Многие приложения не работают. Но есть выход. То есть это полный изврат. Мы имеем, например, компьютер или телефон. При помощи него мы связываемся с роутером, который находится у нас дома, который позволяет выйти в интернет под своим IP домашним, и все будут думать, что вы вышли, что вы находитесь в России. Ну или там, где у вас роутер расположен. То есть даже если вы находитесь в Антарктиде, и там есть интернет, вы соединяетесь со своим роутером, и вы ходите под его IP в мировую сеть. Или в российскую сеть. Ну, выходя из того роутера, где он там расположен, например, вот он в России, да, то, полное извращенство, полное. Это такой изврат, это в голове не помещается. Кстати, помогите мне назвать это видео, потому что это такое кругаля. Это даже описать трудно словами. Но идея понятна. То есть берем телефон, там, где мы бы не находились, мы связываемся со своим роутером, который позволяет нам выйти как бы в сеть с того места, где он расположен. То есть под тем IP, под которым он зарегистрирован. Соответственно, это можно и в госуслуги зайти, и всеми приложениями пользоваться, ну и так далее. Ну, в общем-то, давайте начнем. И я вам покажу, как это делается. Значит, что по роутеру? У меня Kinetic. У меня Kinetic Peak. Но я думаю, что любые кинетики, они справятся с этой задачей. Еще такой момент, что других роутеров у меня нету. И я не знаю, как там это делать. Но, скорее всего, эта процедура идентичная. Ладно, так давайте начнем. Вот что мы сделаем дальше. Пишем такой адрес. Заходим в веб-конфигуратор. Это наш роутер. Пароль и логин можно посмотреть внизу под роутером на дощечке. Не используйте стандартные заводские настройки, всегда используйте сложный пароль. Заходим в раздел «Доменное имя» и регистрируем свое доменное имя. Совершенно название любое, какое хотите. После регистрации у вас должна страничка, и это выглядит примерно вот так. Далее идем в приложение. Ищем вот такую табличку. VPN сервер IKEF V2. Если ее нет, идем в параметры системы. Показать компоненты. Сетевые функции. И здесь ищем вот это. И устанавливаем. Ставим галочку. Устанавливаем. После этого у вас должно появиться вот так. Включаем. Заходим. Здесь выбираем NAT. Обязательно. Доступ. Обязательно. Админ. Если у вас логин другой, вы замените на какой-нибудь свой, то у вас будет при входе, вот то, что вы использовали при входе в роутер, вот такой логин у вас будет. У меня остался админ, поэтому здесь админ. Даем доступ сюда. Все.
Ничего здесь трогать больше не нужно. Закрываем. Это включено. Настройка роутера закончена. Теперь нам нужно будет настроить устройство, с которого мы будем соединяться с нашим роутером. Неважно, что это. Телефон, там iPhone, Android, MacBook, компьютер с Windows. Все это выглядит примерно одинаково. Я вам расскажу саму суть, как настроить связь с роутером. Итак, мы выбираем современный протокол IKEA V2. Он сейчас присутствует во всех устройствах. Выглядит это все примерно одинаково. Я буду показывать на айфоне, как это делается. Заходим в настройки. Выбираем подключение VPN. Нажимаем сюда. У нас открывается вот такое окно. Дальше. Добавить конфигурацию. Появится следующее окно. Его нужно будет заполнить. Описание. Какое угодно. У меня вот такое. Тип соединения. IKEA V2. Сервер. То, что доменное имя, которое вы регистрировали, вставляете вот сюда. Следующее. Удаленный ID. Это же доменное имя вставляется сюда. Далее. Как будет проходить аутентификация? Нажимаете сюда, выбирайте имя пользователя. Имя пользователя у меня админ. При регистрации роутера у меня остался админ. Вставляю админ. Пароль. Пароль от роутера. Вы его помните. Он будет нам нужен дальше, когда мы будем связываться со своим роутером. Все. Значит, настройка будет выглядеть вот так. Нажимаете «Готово». Все. У вас вот такое окно будет. Что будет происходить дальше? У нас настроен доступ. Мы открываем наше диалоговое окно. То есть заходим в настройки, выбираем VPN, видим вот это. Нажимаем сюда. Появляется диалоговое окно. Сюда вставляем пароль от своего роутера. Это будет выглядеть вот так. Нажимаем ОК. И видим вот это. Соединение произошло. Все. Дальше мы пользуемся этим соединением. После того, как у нас произошло соединение с роутером, мы получаем самый безопасный VPN. Никто его не заблокирует, никто его не вскроет, и никто никогда не узнает, где вы физически находитесь. Все сайты, все приложения будут думать, что вы находитесь именно там, где расположен ваш роутер. Но для того, чтобы сделать такое соединение удаленно, нужно еще настроить удаленно доступ к роутеру. Как получить удаленный доступ к роутеру к своему, я сейчас покажу. Заходим в любой браузер и вставляем свое доменное имя в адресную строку. Нажимаем Enter и попадаем прямо в свой роутер. Далее вводим свой логин и пароль. Нажимаем «Войти» и попадаем в роутер. Дальше все вы уже знаете. Лучше, конечно же, заранее подготовиться, подготовить свой роутер и пользоваться самым лучшим VPN, повторяю, который никто не взломает, никто не украдет ваши данные и никто не сможет заблокировать. Ну все, на этом как бы заканчиваем. До новых встреч.